Знайте, что днем и ночью, не жалея своих жизней, имущества и потомства, мы будем вас преследовать, пока не отрежем ваши головы и не убьем вас. У нас действительно с вами вражда и кровная месть. Также это относится к тем, кто переведет это видео на русский язык. Здравствуйте, меня зовут Денис Коротков, я журналист Центра Досье. Это программа «Черное дело». И вот опять, обещали рассказывать о преступлениях и преступниках из прошлого, которых нельзя забывать. А сами снова будем рассказывать не о преступнике, а о выдающемся деятеле, ни разу не судимом и не привлекавшемся в России к ответственности даже за переход улицы на красный свет. Да кто же его привлечет? Он сам кого хочешь привлечет. Депутат, герой России, многих других знаков отличия российской державы кавалер. И он же в прошлом личный водитель шайтана Радуева. Полуофициальный преемник великого падишаха Рамзана. Обладатель легендарного золотого пистолета. Решатель всех вопросов в столице и окрестностях. И повелитель пары этажей в президента отеля. Ни дня не занимался бизнесом. А его место работы до госслужбы слесарь третьего разряда, и при этом еще в 2011-м журнал «Финанс» оценил его личное состояние в $300 миллионов при задекларированном доходе менее 65 тысяч долларов в год. При упоминании его имени рекомендуется превентивно принести извинения. Адам Султанович Делимханов в 24-м очередным орденом награжден за заслуги перед Отечеством. Как объяснил Кадыров с формулировкой «за развитие парламентаризма». Даже не знаю, как это оценить. Или это троллинг такой со стороны господина Путина, или действительно он так развитие парламентаризма видит. Нет, всевозможные достижения господина Делимханова в самых различных областях отрицать невозможно, но причем там парламентаризм – загадка. Последнее заметное явление Адама Султановича широкой публике – примечательная для развитого стабильного и легалистского путинизма перестрелка у офиса Вальдберрис в Романовом переулке. Там по прямой до Кремлевской стены метров 400. 2 погибших. Случилось все из-за наполовину семейной, наполовину бизнес-разборки между супругами Владиславом и Татьяной Бакальчуками. Последняя, впрочем, к настоящему времени уже вернула себе девичью фамилию Ким. Если кратко, то Wildberries, основным собственником которой являлась Татьяна, решила слиться с оператором рекламы «Рус», за которым явно просматривается сенатор-миллиардер Сулейман Керимов. И эта бизнес-операция совпала по времени с началом бракоразводного процесса Бакальчуков. История сия выглядит достаточно мутной и неочевидной, и вообще интерес в Wildberries, но он не очень понятен, так как похоже, что крупнейший маркетплейс поглощается гораздо менее финансово значимым рекламным оператором, но это предмет отдельного исследования. А мы лишь отметим, что событие это федерального уровня. И, как сообщал «Дождь», вопрос решался на том самом уровне, выше которого некуда. И якобы Керимов водил Татьяну Бакальчук навстречу к главе президентской администрации Антону Вайно, а затем и к самому господину президенту Путину, получив при этом добро на это не то слияние, не то поглощение. Недовольный Владислав Бакальчук, который в результате этих процессов развода оставался при пиковом интересе, стал искать защитников и нашел. Внезапно оказалось, что Рамзан Кадыров, его старый друг, о чем раньше как-то известно не было, а Рамзан Ахматович выслушал своего внезапно появившегося старого друга и посочувствовал. Жена ушла из дома, связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения сжимает бизнес, выводит активы. То есть, причем компания в 100 раз меньше, а в совместном предприятии там доли примерно одинаковые. А при чем тут Адам Делимханов? А при том, что Кадыров, пообещав вернуть неразумную загулявшую Татьяну Александровну в семью и вернуть бизнес, поручил эту миссию Адаму Султановичу Делимханову. Все прекрасно в этой истории. Начиная от того, что глава одного из российских регионов, расположенного, кстати, не так уж близко от Москвы, публично берется возвращать в семью чью-то жену. И открыто принимает решение вмешаться в бизнес-конфликт, к каковому он ни лично, ни как должностное лицо никакого отношения не имеет. Как и то, что он что-то там поручает депутату Госдумы, чего вроде как прав делать не имеет, потому как депутат, он же народный избранник, отвечающий только перед избирателями и своей совестью. Начальников у него нет и не может быть. Но Адам Султанович указания падишаха принял к исполнению и начал действовать. По весьма привычной схеме вернуть да вернуть.
Главные события развернулись 18 сентября 2024 года, когда к офису Wildberries в Романовом прибыл господин Бакальчук в сопровождении ряда лиц. Бывшего районного прокурора из Чечни, а ныне адвоката Анаса Эльмурзаева, парочкой уволенных топов Wildberries и группой хорошо физически развитых мужчин, многие из которых оказались уроженцами Чеченской Республики, а некоторые из них — сотрудниками правоохранительных органов Чеченской Республики в гражданской одежде. Ну, что уж они в Москве делали, мы не знаем, хотя и уверены, что соответствующие документы о нахождении в длительной московской командировке по важным служебным делам присутствуют. А офис Wildberries, как оказалось, охраняли не менее хорошо физически подготовленные мужчины, которые случайно оказались выходцами из Республики Ингушетия. И вот они никак не собирались никого в офис пускать. Рукопашное дело не ограничилось, прозвучали выстрелы. Но если со стороны защитников использовались травматические стволы, то сопровождающие господина Бакальчука имели при себе боевое табельное. Конечно, некий шарм перестрелки придавало и присутствие сотрудников московской полиции. Часть из них была со стороны охраны, часть сопровождала господина Бакальчука. Но, судя по известным кадрам видеосъемки, они предпочли ограничиться ролью наблюдателей. Полиция вмешалась, но после того, как появились 2 трупа и около 7 раненых. Ну и тогда действительно на маленькую войну в центр Москвы съехали все наряды и, особо не разбираясь, увели по участкам человек 30. Включая господина Бакальчука, которого, правда, вскоре выпустили. А вот некоторым бойцам с его стороны пришлось задержаться, но тем более, чтобы трупы были на стороне обороняющихся. Валбересом не пользуйтесь, озоном пользуйтесь, озоном. До настоящего времени никакого приговора нет, но известно, что среди задержанных, которым вменяется убийство, мастер спорта по кикбоксингу, чемпион Европы и мира по тхэквондо Умар Чечаев, заместитель командира взвода ОМОН Ахмат. Самому парламентарию, насколько известно, никаких претензий в правовом поле не предъявлялось. Имеется в виду правовое поле Российской Федерации. Ну, другое дело, закон гор и прочая архаика, об этом чуть позже. Рамзан Кадыров поручает господину Делимханову решить вопрос с Wildberries и неверной женой. В результате происходит попытка силового захвата офиса со стрельбой и трупами. В каковой стрельбе первую роль играет личный охранник парламентария. Его это как-то не касается, и правоохрану он совсем не интересует. Давайте посмотрим, что за человек герой России, господин Делимханов. Родился 25 сентября 1969 года в селении Бенной в Чечено-Ингушской АССР. Это многое значит. Бенной самый многочисленный и самый влиятельный в республике. Особенно после воцарения Ахмата Кадырова, а затем его преемника Рамзана, который, вероятно, является двоюродным братом или другим недальним родственником господина Делимханова. В 1987-1989 годах Делимханов проходил срочную службу в вооруженных силах Союза СССР, но где, в каких войсках и на какой должности неизвестно. После службы в 90-м, как сообщает сайт партии «Единая Россия», трудился слесарем 3-го разряда в ремонтно-техническом предприятии «Аргунское», а в 91-м снабженцем в некоем предприятии «Тишам». Ну, неизвестно, что это за предприятие. Замечательный сайт у «Единой России». Биография с заглядения. Адам Делимханов родился, служил, 1,5 года работал слесарем-снабженцем, а потом раз и перерыв в 10 лет жизни. Следующая запись. В органах внутренних дел служил с 2000 года. Куда делись 10 лет? Правда, указано, что в 94-м Делимханов окончил Чеченский государственный университет, хотя не указано по какой специальности. В наличии у господина Делимханова соответствующего диплома мы не сомневаемся. Но вот сроки обучения, будь оно дневное или заочное, никак не бьются. Если только экстерн. Почему нет? Владимир Ильич Ленин за 1 год курс юридического факультета самостоятельно прошел и экстерном сдал. Почему Делимханов не мог? Да, но почему все-таки лакуна такая в партийной биографии? А как писал «Новая газета», в первой половине 90-х Делимханов занимался перегонкой и перепродажей подержанных автомобилей. Ну, вполне возможно. А учитывая состояние учета транспорта в независимой Ичкерии и полное отсутствие взаимодействия с федеральным МВД, одновременно с признанием документов, выданных в Чечне, ну, бизнес, конечно, интересный. Но это часть жизни в Чечне того времени. Все зарабатывали на хлеб в условиях не ими созданных, как могли. Достоверных сведений о Делимханове в период первой чеченской кампании 94-96 годов нет. А вот во второй половине 90-х Адама Делимханова заметили в качестве водителя Салмана Радуева, бригадного генерала, командующего так называемой армией генерала Дудаева, террориста, сделавшегося именно захвате заложников в Кизлярской больнице и последующем бое в Первомайском.
Об этом рассказал автор «Новой газеты», майор российской армии Вячеслав Яковлевич Измайлов, который в 90-х, начале нулевых, занимаясь освобождением российских военнослужащих из чеченского плена, неоднократно встречался с ичкерийскими командирами, в том числе и с Радуевым. В конце 90-х годов, во время моих неоднократных встреч с Салманом Радуевым по поводу судеб захваченных заложников, Адам Делимханов выполнял при нем функции личного водителя, писал Измайлов. Опровержения не последовало. Во время Второй Чеченской Делимханов меняет лагерь. Такое случалось. Он оказывается в охране Ахмата Кадырова, муфтия Чечни, в этот раз поддержавшего федеральную власть. А командовал охраной муфти его сын Рамзан. Сайт «Единая Россия» продолжает удивлять. Вот черным по белому. В органах внутренних дел работал с 2000 года. А дальше вот на той же прямо строчке. С 2000 по 2002 командир роты особого назначения 136-я отдельная мотострелковая бригада, войсковая часть номер 63354 Министерства обороны Российской Федерации. Ну ладно, с грамматикой бардак, на корректорах экономят. Но они там что, Министерство обороны от Министерства внутренних дел не отличают? Ну, а о том, как мог вчерашний гражданский с прошлым в виде водителя арестованного к тому времени террориста Радуева получить под командование роту в вооруженных силах России, даже не спрашиваю, не такое творилось в Чечне на рубеже веков. И вот только с 2003-го Делимханов делает стремительную карьеру в Министерстве внутренних дел. После стажерства получает должность инспектора по анализу и планированию штаба отдельной роты милиции при МВД Чеченской Республики по охране зданий и органов государственной власти. Ну, это служба безопасности главы администрации Чечни Ахмат Кадыров. Если думаете, что господин Делимханов в кабинете сидел и на бумажке что-то там анализировал и планировал, почти наверняка ошибаетесь. Это Чечня, и формальное наименование должности мало что значит. Это просто статус и право легально носить и применять оружие. И тогда и сегодня Адам Делимханов занимается деятельностью, которая часто не совпадает с формальным постом. В августе-сентябре 2003-го Делимханов, командир батальона милиции отдела вневедомственной охраны при Гудермесском городделе. А уже с сентября 2003-го и до июля 2006-го командир полка управления вневедомственной охраны при МВД Чеченской Республики по охране объектов нефтегазового комплекса Чеченской Республики. А вот это уже серьезно. Это сила, это деньги. Формальная основная задача — охрана объектов, а главное — нефтепроводов, через нелегальные врезки, в которые топливо в диких количествах на сторону утекало. Так вот, злые языки клеветали, что полк не столько охранял, сколько организовывал этот бизнес. И этот полк стал одной из важных частей фактически личной армии Кадырова, формирующейся в начале века. Армия, которая к началу десятых состояла из подразделений, подчиненных формально федеральной власти, а фактически преданной лично клану Кадырова. Это и ОМОН МВД Чечни, и транспортный ОМОН, полк милицейского спецназа, и приписанные к МВД батальоны внутренних войск Север-Юг и СОБР. И очевидно, что деятельность Делимханова на посту командира полка Кадыров оценил высоко. Летом 2006-го Адам Султанович становится зампредом республиканского правительства, а в 2007-м переходит на федеральный уровень, депутатом Госдумы. Хотя впервые Делимханов всерьез прославился на федеральном уровне еще в 2006-м. 18 ноября 2006 года в Москве на Ленинском проспекте расстреляли Мавлади Байсарова. Это очень непростой деятель, с 99-го сражавшийся на стороне Ахмата Кадырова и командир некого спецотряда «Горец», вроде как курируемого ФСБ. Но потом Байсаров вдрызг разругался с Рамзаном, дело дошло даже до почти полугодовой осады верными Кадырову подразделениями базы «Горца», хотя сам Байсаров находился в Москве, и он всерьез опасался за свою жизнь. Не зря. 18 ноября 2006 года Байсарова убили в Москве на Ленинском проспекте как бы при попытке задержания прибывшей из Чечни группой как бы сотрудников правоохранительных органов. Такой вот захват подозреваемого в центре города просто посекли машину очередями. И как будет установлено, большинство пуль в Байсарова выпустил заместитель командира того самого нефтяного полка, которым до лета 2006-го командовал Делимханов, некий Султан Рашаев. Как писала «Новая газета», по совместительству личный охранник Делимханова. Кто сделал контрольный выстрел Байсарову в голову, следствие не установило. По данным «Новой», лично Делимханов. Что делали на Ленинском проспекте вооруженные вице-премьер далекой от Москвы Чечни и замкомандира полка вневедомственной охраны, дело которого нефтепроводы за пару тысяч километров от Москвы охранять, об этом как-то и спрашивать странно.
Почему в Москве проводят спецоперации чеченская милиция, сформированная в значительной мере из тех самых боевиков и бандитов, против которых уже много лет проводится так называемая контртеррористическая операция? В Москве мало милиции? Или она настолько беспомощна? Задавался вопросами в «Новой газете» майор Измайлов в 2006. Сегодня эти вопросы выглядят риторическими. А враги Рамзана продолжали погибать. Главу еще недавно могущественного клана Имадаевых, вполне сравнимого по весу с Кадыровыми, депутата Госдумы и героя России Руслана Имадаева застрелили в Москве 24 сентября 2008 на Смоленской набережной. Один из братьев убитого, Иса Имадаев, в интервью московскому комсомольцу прямо обвинил в организации убийства Адама Делимханова, который, по его словам, руководит казнями и посещениями и известен в Чечне под кличкой Палач. Последствий для Делимханова это не имело, а Иса теперь живет в эмиграции. Еще одного из братьев Сулима Имадаева, подполковника российской армии Героя России, убили в Дубае 28 марта 2009 года. Это убийство вывело Адама Делимханова на уровень уже не федеральных, а мировых новостей. Умер он. Его похоронили еще 3 дня назад, по-моему, или 2 или 3 дня назад похоронили в Дубае. Он похоронен. Похоронил его брат Имадаев Иса Бекмирзаевич, тоже преступник. Убийца трижды выстрелил в спину Сулиму Имадаеву в подземном паркинге жилого комплекса. Полиция Дубая задержала нескольких подозреваемых, двоих из которых переводчика Махсуджан Исматова и конюха Рамзана Кадырова Махди Лорния впоследствии осудили. Как тогда сообщала прокуратура Дубая, оружие исполнителям передал один из охранников действующего депутата Госдумы России Адама Делимханова. В розыск Интерпола объявили и Делимханова, и еще 6 граждан России. На карьере Делимханова это сказалось, причем сказалось неплохо. Российская правоохрана, как было заявлено, претензий к нему не имеет, а его настоящий начальник возвел Адама Султановича на новый уровень, провозгласив преемника. Есть команда, есть люди, которые продолжат мое дело. Каждому командиру я всегда ставил задачу готовить после себя человека. Я приготовил человека, который может меня сменить. Адам Делимханов. Самый близкий мой друг. Ближе, чем брат. Его все мои братья, все племянники, все родственники любят. И все они в бою. Он сейчас в горах воюет. Будучи депутатом Госдумы от Чеченской Республики, воюет в горах. Черт его знает, но вопросов, почему и с какой стати депутат Госдумы где-то воюет и еще чем-то командует, никуда даже не возникло. Зато преемник, что тоже выглядит странно, потому как преемник лет на 7 постарше Рамзана будет. Хотя, возможно, Кадыров имел в виду вероятность своей безвременной кончины в бою с шайтанами. Не о выборах же он мог говорить. И Кадыров фактически объявил, что все, кто будет клеветать на Делимханова, будут иметь дело лично с ним. Считаю необходимым отметить, что Адам Делимханов является моим близким соратником, другом, братом. Более того, моей правой рукой. И любые заявления в его адрес я воспринимаю как сделанные против меня самого. В соответствии с нормами российского международного права нами будут приняты все предусмотренные законом меры для того, чтобы распространители клеветнических измышлений понесли ответственность. В 2012-м карточка Делимханова с сайта Интерпола пропала. Адам Делимханов продолжил регулярно появляться в новостях. По поводам, обычно не связанным с его парламентской деятельностью, за которую он в 24-м орден от Путина получит. Например, в 2009 году сообщается, что Делимханов, будучи гражданским человеком, депутатом Госдумы, возглавляет некий штаб по руководству антитеррористической операции на границе Чечни и Ингушетии. И на совещании при Рамзане Кадырове докладывает, что убили 11 человек. Видимо, боевиков. Нормальная такая законотворческая работа. Хотя основная работа все равно в Москве. Хотя тоже далекая от законотворчества. Легендой стал президент-отель, в котором одновременно могло проживать пара сотен земляков, многие из которых представляли различные федеральные силовые структуры, дислоцированные в Чеченской Республике, но исполнять свои обязанности были откомандированы почему-то в Москву. С обычной формулировкой для обеспечения охраны депутатов, сенаторов и прочих представителей чеченской власти в столице. При этом принадлежность к конкретному подразделению роли не играет, это формальность. Главное, чтобы было удостоверение, позволяющее легально носить оружие. И, как выяснилось, основная задача не охрана уважаемых земляков, а решение всевозможных бизнес-вопросов, методами обычно в бизнесе неприменяемыми. Иногда эти шалости выплывали наружу. В 2016 году МВД докладывает о задержании группы лиц, 5 человек, подозреваемых в вымогательстве. Установлено, что они уроженцы Северо-Кавказского региона в возрасте от 32 до 56 лет.
Двое из задержанных – сотрудники МВД по Чеченской Республике. По местам проживания задержанных в Москве и области были проведены обыски, в результате которых изъят целый арсенал оружия. Травматические и боевые пистолеты, охотничье ружье, автомат, а также патроны к ним. Кроме того, сотрудники полиции обнаружили кастет, дубинку, денежные средства в размере более 2 миллионов рублей, долговые расписки и заявления об оказании содействия в возврате денежных средств. Есть все основания полагать, что лиц, пострадавших от преступной деятельности, значительно больше. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление потерпевших. Немного забегая вперед. Потерпевших найдут, но не найдут достаточно доказательств. А возбужденное уголовное дело по вымогательству переквалифицирует в несерьезное самоуправство, так что для задержанных все закончится относительно неплохо. А вот то, что они наговорили на следствии и на суде, о чем рассказала Медиазона, ну это поэма. Сама механика вымогательства, она была несложная. Вот один коммерсант обратился к чеченцам за помощью в разрешении конфликта с другим, и те выпустили в традиционной манере закошмаривания оппонента. Потерпевший вспоминал характерные фразы. «Таких, как ты, надо убивать. Отдай деньги. Собирайся. Сейчас тебя и твоих детей увезут в Чечню». А кто они, эти самозваные арбитры? И знаете, вот никакого отношения по службе ни к Москве, ни тем более к бизнес-вопросам вроде не должны иметь. Один наш полковник полиции Саид Ахмаев, старший инспектор отделения обеспечения участия в деятельности антитеррористической комиссии оперативного штаба МВД Чечни. Хотя, кажется, в этой комиссии его ни разу не видели. Но, впрочем, он и не скрывал. Моя работа связана с сопровождением и охраной главы Чеченской Республики, депутатов Госдумы, а также сенаторов от Чеченской Республики. Ну а второй – старший лейтенант полиции Лечи Балатбаев. Это тот самый нефтяной полк, который с весны 2016 года стал частью Росгвардии. Прямо во время следствия повышение получил, командиром взвода стал. Чем же занимались чеченские полицейские в действительности? Несколько эпизодов в окончательное обвинение не вошли, но след в уголовном деле оставили. И есть интересные расшифровки. В разговоре с одним из бизнесменов по поводу возврата кредита старший лейтенант Балатбаев доходчиво объясняет, какую именно полицейскую работу он исполняет и кто над кем стоит. У нас база в президент-отеле находится. Работаем, коллекторская компания «Справедливость». С ними сотрудничаем. К нам обращаются разные люди через Делимханова Адама Султановича. Его поддерживает старший полковник полиции Ахмаев. Вроде бы нас все знают в Москве, да и мы тоже нормальные люди. Всегда люди долг отдают, никаких проблем. Мы здесь не собираемся руки выкручивать, но там указания. Если нет, то поедем сейчас, дело возбудим и дальше будем в рамках уголовного дела работать. Просто должны вы понять, что к вам не просто люди с улицы пришли, а команда, которая известна, которая на высшем уровне работает и здесь решает вопрос. Насколько известно, к Делимханову Адаму Султановичу, через которого разные люди приходили к коллекторам решать вопрос, никаких вопросов не возникло. Хотя иногда охране приходилось охранять. Вот в апреле 20-го какой-то человек пытается обратиться к Делимханову в холле президента отеля. Его избивают. Я немного ошибся, когда сказал, что парламентская работа Адама Делимханова практически незаметна. Нет, случалось ему попадать в новости прямо с охотного ряда. Например, в декабре 13-го, когда депутат Алексей Журавлев из одной из Делимхановых фракций «Единая Россия» подал запрос о законности открытия в Гудермесе памятника женщинам, противостоявшим российским войскам в 19 веке. Да еще в соцсетях задался вопросом о законности подготовки чеченского спецназа бывшими альфовцами. Депутат Делимханов пригласил депутата Журавлева обсудить этот вопрос в стенах Госдумы. Правда, вечером после окончания рабочего времени. И депутат Журавлев согласился. Историческая встреча состоялась у лифта. Точного описания нет, но известно, что депутат Делимханов набил депутату Журавлеву лицо, что в мероприятии поучаствовали и сопровождавшие депутатов лица, и один из них со стороны Журавлева лишился нескольких зубов. Представление закончилось, когда у депутата Делимханова не то выпал откуда-то золотой пистолет, не то он его выронил. Журавлев начал громко переживать, обещал писать куда только можно от депутатской комиссии по этике до ФСБ. По словам спикера Нарышкина, чуть не до Путина дело дошло. И депутаты быстро помирились. Побитый Журавлев сообщил журналистам, что конфликт исчерпан, примирение состоялось, будем работать дальше. А Делимханов, что у них с Журавлевым, конечно, разные точки зрения, но это нормальный подход, и это и есть демократия. И с тех пор никто ничего не спрашивает у господина Делимханова. В основном ему приносят извинения. Не так часто, как главе Чечни, но приносят.
Когда в феврале 22-го началась война с Украиной, депутат Госдумы Делимханов опять появился в камуфляже и с оружием. Защищающий Украину от бандеровской нечисти во главе с дорогим братом, депутатом Госдумы Адамом Делимхановым. Адам Султанович, как опытный командир, лично принимает участие в проводимых спецоперациях. Ребята проявляют должную заботу не только о мирных жителях, но и даже о братьях наших меньших, которые страдают от садистских наклонностей националистических живодеров. Заявлял в марте 22-го Рамзан Кадыров. Бандеровцы и их хозяева навязывают всему миру свою грязь, а нас Россия не пройдет. И на Украине это будет первый шаг, который мы вместе, все войска, все мужики, россияне, мы вместе покажем, что мы вместе. Ахмад! Аллаху Акбар! За военные достижения Путин в апреле 22-го наградил Делимханова золотой звездой Героя России, а в декабре 24-го присвоил звание генерал-майора. Ну и тут же орден за развитие парламентаризма. Летом 23-го года Делимханова ранили, ходили даже слухи о его гибели, но не подтвердились. Ныне жив и здоров. Находится под санкциями США, Евросоюза и ряда других стран, а в Украине предсказуемо объявлен розыск. С 24 года роль главного чеченца на фронте войны с Украиной перешла от генерала Делимханова к генералу Абти-Алаудинову, а у Адама Султановича нашлись дела в Москве. И самые известные, и, похоже, самое провальное для Кадырова и Делимханова, то самое по возврату блудной жены в лоно семьи, решение вопроса с компанией, которая оценивается, под $8 миллиардов. Лично сам Рамзан Ахматович Кадыров постановил, что жену надо вернуть, бизнес спасти, хорошему человеку и другу Бакальчуку помочь. И прилюдно получил исполнение господин Делимханов. Провал. Получилась свалка с стрельбой в центре Москвы с 2 трупами и отсутствием результата. И уже не Делимханову, а самому Кадырову пришлось лично вступать в конфликт, и опять без результата. Тот нечастый случай в новейшей истории России, когда оппоненты вместо того, чтобы осознать последствия, принести ритуальные публичные извинения и справиться, почему-то не испугались. Обращаюсь ко всем, кто раздувает данную тему. Если у кого-то есть претензии к кадыровцам, то пусть выражают их лично мне, поскольку я являюсь главным кадыровцем. Глубоко заблуждается тот, кто считает, что можно стравить на бытовой почве целые народы. За слова нужно отвечать. Если есть вопросы ко мне, то никаких проблем нет. Я жду, заявил Кадыров в своем телеграм-канале. И даже объявил кровную месть одному сенатору-миллиардеру и 2 депутатам Госдумы. Или не объявил? Какая-то условная кровная месть получилась, если дословно. Там была бизнес-ситуация. Барахоев Бекхан, Керимов Сулейман, Курбанов Резван – сами бизнесмены. Они не просто у этой женщины бизнес пытаются отобрать, они меня заказали. Я объявляю кровную месть Барахоеву Бекхану, если он не докажет. Каримову Сулейману и Курбанову Резвану. И ничего. Депутаты от Ингушетии Барахоев и Курбанов именем Аллаха заверили, что Кадырова убивать и не думали. Не знаю, является это доказательством или нет. Сулейман Керимов публичным ответом даже не удостоил. За него ответил глава Дагестана Меликов, превознося заслуги господина Керимова и заверяя, что Дагестан всегда поддержит его в трудную минуту, когда это будет нужно. Адам Делимханов поучаствовал в разрешении конфликта на встрече с представителями Ингушетии, и выглядело это не очень. Никто, кажется, опять не испугался. Во время встречи, на которой с ингушской стороны присутствовали член Национального совета Мусал Багачиев, предприниматель Михаил Гуцериев и еще несколько человек, Делимханов пытался возложить ответственность за смерти на ингушскую сторону. Ингуши сказали, что это не их дело, и они не будут участвовать в этом. В обход данному слову московские ребята, нанятые Барахоевым, решили устроить засаду на Бакальчука и его охрану, состоявшую из чеченцев, часть из которых действующие офицеры полка Ахмат. Конечно, забавно, что, обсуждая конфликт, никто из присутствующих, включая законодателя Делимханова, даже не пытался ссылаться на российские законы исключительно от даты. А каков результат? Вальдберрис и РУС официально и формально слились в одно предприятие, причем генеральный директор со стороны РУС. Владислав Бакальчук к этому бизнесу отношения более не имеет, так что поручение о возврате бизнеса не исполнено. В феврале 25-го сообщено о разводе Татьяны Ким и Владислава Бакальчука. Так что задача вернуть супругу в семью тоже не исполнена. Положительный момент. Несмотря на громкие заявления сторон конфликта, ни о каком масштабном кровопролитии пока все же не слышно. А что будет дальше? А кто его знает?
Рамзан Кадыров, у которого в 23 году стали заметны серьезные проблемы со здоровьем, сейчас вроде бы выглядит относительно неплохо. И пока Адам Делимханов сохраняет его доверие и дружбу, все у народного избранника, героя-генерала будет хорошо. Если же власть в Чечне по тем или иным причинам будет меняться, его судьбу с приемлемым уровнем вероятности предсказать невозможно. Одно можно сказать с уверенностью, это точно будет не пенсия. Это было «Черное дело». Посмотрите и другие наши выпуски, если еще не видели. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а мы вернемся с новыми историями.